Рассмотрим основные законы постоянного тока. В первую очередь закон Ома для участка цепи. На рисунке 4.1 показан опыт, который можно сделать самостоятельно. В первом случае яркость лампочки нормальная, во втором почти в 2 раза слабее. Как это объяснить? Данная лампочка светит во столько раз слабее, во сколько меньше ток, протекающий через нее. Очевидно, во втором случае, рисунок 4.1b, величина тока в цепи уменьшилась, поскольку маршрут электронов удлинился, и таким образом сопротивление увеличилось. Кроме того, в первом случае напряжение батарейки действует целиком на лампочку, а во втором оно распределяется между двумя лампочками. Подобными опытами устанавливаем, что величина тока зависит как от приложенного напряжения, так и от сопротивления. Точную зависимость между этими величинами определяет закон Ома. Он представляет основную зависимость в электротехнике. Для участка цепи закон Ома гласит: величина тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению, то есть величина тока равна напряжение, деленное на сопротивление. Ранее были введены следующие обозначения: I – величина тока, U – напряжение, R – сопротивление. По этому закону Ома можно математически записать следующими тремя способами. Ток равен напряжение, деленное на сопротивление. Или напряжение равно ток умножить на сопротивление. Или сопротивление равно напряжение, деленное на ток. Эти формулы позволяют найти одну из величин – ток, напряжение, сопротивление, если известны две другие. На рисунке 4.2 показан простой способ, помогающий запомнить закон Ома. Закрытая пальцем величина равна отношению или произведению остальных двух. Если мы хотим применить закон Ома, это относится ко всем формулам, в случае, что нет специальной оговорки. Величины должны быть выражены основными единицами, и только тогда можно подставлять их в формулу. Например, если величина тока 10 мА, то в формулу подставляем число 0,1 ампера. Если сопротивление 47 кОм, то в формулу подставляем 47 тысяч Ом и так далее. Рассмотрим первый пример. Какой величины ток протечет через сопротивление 50 кОм, если к обоим его концам приложим напряжение 250 вольт? Используем закон Ома и получаем: ток равен напряжение, деленное на сопротивление. 250 вольт делим на 50 тысяч Ом и получаем 0,5 ампера или 5 миллиампер. Рассмотрим второй пример. Напряжение на обоих концах маленькой лампочки 3,5 вольта, а величина протекающего тока 0,2 ампера. Найти сопротивление в нити в нагретом состоянии. Из закона Ома следует: сопротивление равно напряжение, деленное на ток. Подставляем 3,5 вольта, делим на 0,2 ампера и получаем 17,5 Ом. Закон Ома можно применять не только к участку цепи, но и к целой цепи. Прежде чем рассмотреть этот вопрос, сначала кратко познакомимся с электрическими схемами. Рассмотрим электрические схемы. В электротехнике очень часто используются схемы. Это чертежи, на которых с помощью условных знаков и линий обозначены отдельные детали и проводники, соединяющие их. На рисунке показано соединение плоской батарейки с лампочкой. На этом же рисунке дана схема этого соединения. Видно, что батарейка и лампочка обозначены своими условными знаками, а соединяющие их проводники прямыми линиями. Эти линии не наклонные, а вертикальные или горизонтальные. На следующем рисунке показано графическое обозначение основных
радиоэлементов. Обратите внимание на то, как обозначается пересечение проводников. Когда в схеме на пересечении проводников не поставлена точка, то это обозначает, что проводники не соединены между собой.